Механическое и электрическое сопротивление. Сейчас расскажу о сути сопротивления. Что общего у механического и электрического сопротивления, как рассчитывается и каково его применение. Прежде всего о том, что такое сопротивление. В природе действуют фундаментальные законы. Один из них гласит: на любое воздействие всегда действует противодействие, равное по величине и противоположное по направлению. Так вот, сопротивление как раз то самое противодействие. В электрике сопротивление – это противодействие протеканию электрического тока. В механике сопротивление – это противодействие движению. В обоих случаях сопротивление – это нагрузка, которую необходимо преодолеть для выполнения полезной работы. Полное сопротивление состоит из составляющих активного и реактивного сопротивлений. Активное сопротивление, в свою очередь, состоит из вредной составляющей и полезной. Вредная составляющая – это часть нагрузки в виде бесполезной потери энергии, а полезная составляющая – это выполнение полезной работы. Например, в электрике вредная составляющая сопротивления – это сопротивление проводов и электромагнитного поля рассеяния. В механике вредная составляющая сопротивления – это трение. А вот реактивное сопротивление – это нагрузка без затрат энергии вообще. Пример реактивной нагрузки в электрике – это цепи с конденсаторами и устройствами индуктивности, инверторы, умножители, трансформаторы, в какой-то мере шим-устройства и прочее. В механике реактивная нагрузка – это механизмы. Важно, что реактивная нагрузка не может выполнять полезную работу. Реактивная нагрузка всегда является посредником передачи энергии, а применяется с целью создания условий для согласования источника энергии с полезной нагрузкой. Иначе говоря, с работой. Пример полезной нагрузки – это работа по перемещению, разрезанию, измельчению, деформации. Пару слов по поводу механических цепей. В отличие от электрики, в механике есть только последовательные цепи. Пример последовательной цепи можно представить так. Здесь мотор, цепная передача со звездочками на валах, и от валов идет отбор движения на отдельные нагрузки. Каждая нагрузка через звездочки добавляет сопротивление движению, а замыкание такой цепи происходит через общую раму, или фундамент. Сопротивление цепи будет суммой всех сопротивлений на звездочках. Суть механического сопротивления. Мы привыкли характеризовать движение параметрами сила и скорость. Ключевое условие движения – это сила, которая действует всегда с определенной скоростью. Причем, чем больше сопротивление действующей силе, тем меньше скорость действия силы. Если увеличивать нагрузку, увеличивая сопротивление действующей силе, то в определенный момент скорость уменьшится до нуля, и движение прекратится вообще. Просматривается четкая зависимость. Скорость обратно пропорциональна сопротивлению действия силы. Зависимость в идеальном виде выглядит так. Скорость равна сила, деленная на механическое сопротивление. И наоборот, формула механического сопротивления выглядит так. Механическое сопротивление равно отношению силы к скорости. А сейчас покажу, как можно получить эту же формулу механического сопротивления из закона Ома. Закон Ома. Сопротивление равно напряжение, деленное на ток. Но вместо напряжения следует писать ЭДС. Важно писать ЭДС потому, что первопричина электричества именно ЭДС. А что такое ЭДС? Это некая сторонняя сила, действующая на электрические заряды и провоцирующая их ток. Кстати, ЭДС можно выразить в ньютонах.
То есть ЭДС это все-таки сила. Хорошо. А что такое ток? Другими словами, что такое плотность тока? Ну или как еще говорят, плотность потока электронов. Это интенсивность движения электронов. А если учесть, что в электрике для тока опущен параметр времени, то есть секунду не пишем, но держим в уме, то интенсивность перемещения электронов представит очень даже понятном виде. Интенсивность перемещения электронов за секунду. То есть ток – это скорость. Не путать со скоростью электронов или со скоростью тока. Это три разных параметра. Теперь закон Ома можно представить в уже знакомом виде. Сопротивление равно напряжение, деленное на ток. Или ЭДС, деленное на ток. Или электродвижущая сила в виде силы, деленная на интенсивность движения электронов в виде скорости. Вот так закон электрики преобразуется в закон механики. А сейчас будет еще интереснее. Проведем параллели между законами электрики и механики. Для этого понадобится таблица соответствия формул электрики и механики. Здесь построчно записаны расчеты параметров, а по столбцам сфера применения, то есть для электрики и для механики, для поступательного движения и вращательного. Что прежде всего бросается в глаза? Это то, что формулы одинаковые. Для электрики применяется напряжение и ток, а для механики сила и скорость. Удивительно, не так ли? Теперь применение механического сопротивления на практике. Рассмотрим пример. Автомобиль. У него мотор с характеристиками. Момент 500 Ньютон-метр. Обороты 3500 оборотов в минуту. Считаем механическое сопротивление мотора. 500 Ньютон-метр делим на 3500 оборотов в минуту. Переводим обороты в радианы, умножая на число π. А минуты переводим в секунды, деля на 60. Получаем механическое сопротивление мотора, равное 2,7 единицы. Считаем мощность мотора. 500 Ньютон-метр умножаем на те же радианы за секунду. И получаем 91,6 киловатт. Допустим, максимальная скорость автомобиля 150 км в час. Можем посчитать силу, толкающую автомобиль. Для этого 91,6 киловатт переводим в ватты, умножая на 1000. И все это делим на скорость. Сразу же переводим километры за час в метры за секунду, умножая на 1000 и деля на 3600. Получаем силу 2198 ньютонов. Теперь можем посчитать сопротивление движению автомобиля. 2190 ньютонов делим на скорость в метрах за секунду и получаем механическое сопротивление движения автомобиля 52,7 единицы. Как видим, сопротивление движения автомобиля в 19,5 раз больше сопротивления мотора. А что это значит? А то, что коробка передач, трансмиссия и величина колес дают какое-то понижение. Вопрос: какое? Можем произвести нехитрый расчет. Известно сопротивление движения автомобиля, равное 52,7. Отсюда сила движения автомобиля равна сопротивлению движения автомобиля, умноженного на скорость автомобиля. Также известно сопротивление мотора, равное 2,7. Отсюда сила, развиваемая мотором, равна сопротивлению мотора, умноженного на скорость, развиваемую мотором. Мощность мотора равна мощности движения автомобиля. Поэтому произведение их сил на скорости тоже равны.
Тогда выражаю силы через скорости, перезаписываю, опять перезаписываю, уже как соотношение квадратов скоростей, загоняю все под корень и получаю передаточное число 4,4. У меня сложилось впечатление, что расчеты через механическое сопротивление ощущаются как более наглядные. Как вы думаете? Ну что ж, то, о чем хотел рассказать, рассказал. Надеюсь, видео оказалось интересным и полезным. Счастливо!